декабря означает, что пора начинать подготовку к дню рождения. У меня будет мандариновый пирог, потом просто обычные кукис, которые я потащу завтра на работу, потому что по традиции мне досталось туда пойти. И завтра у меня, между прочим, будет только одно занятие в университете. Но для начала мы начинаем с пирогом. Конечно, очень опрометчиво начала готовить этот пирог. До этого ни разу не попробовав его, потому что теперь я переживаю, что он получится так себе. А второго шанса, ну, конечно, муки у меня хватит еще на второй шанс, но второго шанса у меня не будет из-за того, что у меня нет мандаринов. Но у меня все время так, когда я, даже если умею готовить что-то, например, шарлотку, готовлю ее хорошо, я не могу готовить ее там 2-3 раза подряд. Мне все время кажется, что она всем надоела, и мне хочется сготовить что-то новое. Взгляд. Прям хочется сказать, что выглядит он даже ничего. Даже нет подгоревших краев, что для меня целое достижение. Ну что ж, беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. Я сначала переживала, что этот пирог будет очень сильно рассыпчатым, или вот вообще его невозможно будет держать. Он держится, все у него прекрасно, но какие-то мандарины дали какую-то такую сильную горечь, так что этот пирог мне теперь настолько стыдно тащить, что мной было принято решение не делать сейчас эти кукис, и я буду делать маффины. Проблема в том, что у меня есть только одна часть масла на 12 маффинов, а мне нужно 24. Поэтому Макс побежал сейчас в эдаку, а я буду с вот таким вот горьким ощущением этих мандаринов на душе делать сейчас маффины. Не повторяйте моих ошибок, не делайте на день рождения что-то инновационное. Ну, по крайней мере, они выглядят довольно аппетитно. Тут даже не совсем растаял шоколад. А если посмотреть, то они довольно высокие. Другой вопрос, конечно, как я это все буду транспортировать завтра. Но об этом мы тоже узнаем завтра. Доброе утро и с днем рождения меня. Может быть, не совсем празднично, но зато удобно. И теперь самое время отправляться на работу. And to this boy we're wishing lots of luck with Bachelor, because he's going to defend it. Господи, почему так холодно? Я не могу даже долго руку держать. Мне замерзнет все. Кроме вот этих вот маффинов. Отправляемся встречать Макса, который только что защитился и получил самый лучший балл по бакалаврской. А также он принес мне еды из столовой. Кто у нас самый умный? I got it. Итак, после паузы ситуация выглядит следующим образом. Сегодня был здесь очень даже хороший день. Я урвала 6 маффинов себе домой. Смогла доделать одно задание, над которым я сижу уже несколько недель, но вроде бы теперь его еще раз протестировали, и, по крайней мере, большая часть его сделана. А сейчас я отправляюсь на теоретическую информатику в университет, и, может быть, по дороге встречу еще парочку своих знакомых, друзей, и буду дальше распространять свои маффины.
Маффины, кстати, понравились всем моим коллегам, по крайней мере, кто там был. И они попросили оставить их побольше и сказали: потрясающая традиция, давайте делать не только пироги, но еще и маффины. How do you feel now with your bachelor in your pocket? I cannot properly realize that, but so far so good. I'm happy. I'm done after 4.5 years. Теперь их осталось 5. Посмотрим, сколько я смогу донести до дома. 1 hour later. В самых лучших традициях я встречаю Вику, и она получает последний маффин. Он пострадал немножко при транспортировке, но он все так же сладок, я пообещала ей. Не потерял своих вкусовых качеств вообще ни капли. Спасибо большое. А я только пришла, и меня на столе ожидают вот такие 2 милых подарочка от Макса. Ёлочные игрушки? Гирлянда! Я думаю, это гирлянда. I hate bringing it up. Штатив? Ребята, внезапно 4-й штатив. Во-первых, у нас здесь есть прекрасный бэкграунд, и он даже тяжелый. Все потому, что этот штатив, как мы выяснили, он не такой стабильный для камеры. Thank you. Боже мой, я не настолько профессиональный блогер, но теперь у меня есть абсолютно шикарнейший сеттинг. И вторая часть празднования дня рождения будет уже по-настоящему воскресенью. А мы увидимся с вами 18 января в субботу, когда мы будем ко всему этому готовиться. Сегодня у нас среда, и я продолжаю получать подарки. В этот раз Вика встретила меня на кампусе и подарила вот такую вот масочку в ночь. Точнее, это даже не маска, это какой-то увлажняющий раствор для лица. А это как раз в ночь маска для губ. Подготовка к дню рождения идет полным ходом. Сейчас та самая большая cooking session. В общем, у нас очень огромные планы. Мы уже составили прям расписание на кухню, потому что я буду делать один большой салат на всех. Потом у нас будет 3 разных ролла, такие не роллы как суши, а именно роллы как лаваши. Плюс Макс будет готовить такие маленькие десерты, панакотта и тирамису. У нас уже есть, между прочим, торт. Вот так он прекрасно выглядит. В общем, холодильник у нас просто полон. В общем, сейчас нам предстоит примерно несколько часов попеременно готовить на кухне. Плюс, конечно, нужно зачистить квартиру, поэтому никаких сегодня дополнительных планов у нас нет. И начинаем. Первая часть роллов готова. Для этого мы, кстати, используем вот такой лаваш, как для дюрума, потому что здесь других нет. Ну что ж, я немножко переборчила, и за место запланированных 2 у меня получилось 5. Это был первый и самый неудачный. Макс собирается что-то здесь охлаждать. Поэтому остальные были у меня завернуты по одной. Иногда вот как здесь у меня не очень получалось их хорошо завернуть. Самая большая проблема — это действительно их просто завернуть. Боже, он такой огромный. Ну, правильно, его должно съесть 12 человек. Кстати, зацените вот эту вот штуку, которую я купила Максу на Рождество. Ну, это как бы подарок. Теперь оно вот так вот крутится, и он в уникальнейшем удобстве может работать над украшением тортов. Я предлагаю ему открыть просто свое производство тортов. Сейчас я не буду его отвлекать, он находится в своем элементе, так сказать, in his element. So, Schatzi, viel Spaß, viel Glück. Он даже уже не отвечает.
вот на такие жертвы и страдания я иду ради всего здесь, ради блага человечества, в особенности моих друзей. Это ужасно, мне еще одну часть резать, господи. Здесь у нас также получилось 5 роллов, и их отличительная черта, что вот один порвался, что их потом предстоит пожарить, поэтому я дам им пропитаться, жарить я их буду с утра. Я прям решила сложить их в этот пакет, в котором они были, они на тарелке, там все цивильно. Закрепила я вот этими их прищепочками, и завтра с утра я их нарежу и пожарю. Самый первый тирамису готов. Он прекрасен со всех сторон. Завтра мы еще посыпем его сверху какао-порошком. И таких штук у нас будет, между прочим, 9. Ну что, меня позвали на финальные декорации. В смысле, как этот торт устроен. Как он сделан. Какая красота! Боже мой, вы только посмотрите на них. Они такие... They're even two. О, это так мило. Какой он классный. Все, конечно, давайте сразу его закроем, уберем его, чтобы я его не сожрала, никто его не съел. Я хотела рассказать наш план на завтра по поводу игры. Это будет первый раз, когда мы такое планируем. В общем, у нас есть такой сет, то есть сюжет, что у каждого из нас есть определенный персонаж, и все действия будут происходить на Диком Западе. Все это называется Way Out West. И у нас уже, на самом деле, готово очень много всего. У каждого человека будет такой вот конвертик, на котором написано имя персонажа, сам человек, и у нас уже готовы просто абсолютно все распечатки, благодаря Максу, который здесь постарался. В общем, сюжет происходит на Диком Западе, и, конечно же, что-то трагически произошло, кто-то, может быть, погиб, не погиб, что-то случилось с человеком, мы еще на самом деле про это не знаем. И у каждого из нас будут свои собственные особенности, мы будем иметь собственные секреты. Я называю это, по сути, как в детстве всегда родители нанимали аниматоров, которые нам организовывали, но сейчас мы выросли, поэтому нам тоже хочется вот этого всего, и мы сами себе аниматоры. Участвуют у нас в общей сложности 12 человек, поэтому как они вместятся в эту прекрасную квартиру, это вопрос на миллион, потому что в прошлом году их было всего 10. У каждого из персонажей есть свои собственные секреты, и в конце оно все это будет поделено на 3 части, на 3 раунда. Между раундами у нас будут перерывы, в которых мы будем как все еще персонажи, и в них мы можем покушать, пообщаться, что-то попить, и в сами раунды у нас будет происходить как раз вот это вот движ. И в конце, в зависимости от того, как мы хорошо или плохо будем играть, у нас будут жертвы или не будут жертв. И я на самом деле очень прям excited, воодушевлена, и надеюсь, что всем все понравится. Боже мой, я думала, этот легендарный момент никогда не настанет, но мы закончили, и у нас вот это салат, это мои роллы, торт, тирамису, панакота и все остальное. Их у нас абсолютно нет никаких здесь свободных мест. Я, честно, уже настолько устала, насколько это просто невозможно, поэтому моя единственная вот просто мечта и желание пойти и лечь спать. Так что, друзья мои, спасибо, если вы досмотрели до этого момента. Мы увидимся с вами уже завтра, а для вас через пару секунд. Ну что, друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас воскресенье, и мы уже как целый час трудимся на кухне. Ну что ж, мы абсолютно теперь готовы уже ко всему. И следующая остановка у нас трамплинс.
den heutigen Ausflug? Absolut genial. Wie findest du den heutigen Ausflug? Ah. Wie findest du den heutigen Ausflug? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sophia. Happy birthday to you. Ich liebe euch. Я и мой новый друг Авокадо сидим теперь на диване после всего, что с нами произошло. Мы ужасно усталые, но празднование прошло прям абсолютно шикарно, 10 из 10. Насчет игры 8 из 10, потому что я вначале тупила, очень сомневалась, что не думала, что мне не нужно прям сильно по-мощному начинать играть, или как-то очень активно, или опасно, хотя можно было с самого начала так прям втянуться в игру и не ходить вокруг да около. Поэтому в следующий раз, я думаю, у нас есть представление об игре. С едой получилось очень классно, я прям очень была рада, потому что все практически съели. Торт был шикарный, десерты потрясающие, подарки. Такие маленькие, но милые, интересные, прям классные, поэтому я благодарна всем, кто участвовал заочно. Если вы досмотрели до этого момента, то я тоже очень вам благодарна. Поэтому спасибо за ваше внимание. На этой прекрасной ноте мы с Авокадо заканчиваем этот влог. Большое вам спасибо еще раз за внимание. И мы увидимся с вами в следующей части. Всем до скорого и пока!